Что общего у Золушки и у этого коктейля? На первый взгляд ничего, но Синдерелла – это тот самый безалкогольный коктейль, который выглядит как настоящий напиток из хорошего коктейль-бара. Яркий цвет, цитрусовый аромат, ананасовая сладость и ни капли алкоголя. Сегодня мы приготовим Синдерелла и вообще попробуем разобраться, откуда взялось такое необычное название. Синдерелла буквально переводится как «Золушка», и название здесь вполне логичное. В отличие от многих классических коктейлей, Синдерелла изначально был задуман как безалкогольный напиток, который должен выглядеть и ощущаться как настоящий коктейль. И вот с его происхождением начинается все самое интересное. У Синдереллы нет четко установленной истории, как у Негрони, Дайкири или Маргарита, и мы не можем с уверенностью сказать, что его придумал вот этот бармен там-то и тогда-то. Существует множество вариантов рецептов, а состав со временем менялся. Синдерелла – это хороший пример того, как развивалась культура безалкогольных коктейлей. Здесь уже не нужно маскировать отсутствие алкоголя. Напиток сам по себе становится коктейлем. А теперь мы приготовим классическую версию. Наполняем наш бокал и шейкер льдом. Далее в шейкер отправляются апельсиновый сок 30 мл, ананасовый сок также 30 мл. Затем нам потребуется сок лимона 15 мл, 10 мл сиропа гренадин. Закрываем наш шейкер и перемешиваем. Берем стрейнер и отцеживаем наш коктейль в бокал. Далее берем содовую и доливаем сверху примерно 60 мл. И украсим наш коктейль долькой апельсина. Добавим трубочку. И наш коктейль готов. И вот так легко и просто мы приготовили этот коктейль. Настало время его попробовать. Ну что, друзья, очень классный освежающий коктейль. И не скажешь, что это просто сок, это прям настоящий коктейль. Рекомендую приготовить его дома. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. С вами был Евгений, канал «Вокруг света» с коктейлем. До следующих коктейльных путешествий. Главное, друзья, пейте с умом. Всем пока.